Всем здравствуйте, мои дорогие подписчики! С вами я, Анна Комарова. И сегодня у нас с вами будет очень интересный урок. Я давно уже хотела показать вам эту технику, как делать красивые, четкие ребрышки. Наверное, за последние полгода это самый актуальный вопрос, и частый вопрос, который мне пишут везде. Как, с помощью чего сделать такие идеальные ребрышки? Чем таким вы их там мажете? Что именно? И вот, наконец-то, специально для вас я сняла именно такой урок, как сделать красивые ребрышки. Ну и наша прическа – хвост. Красивый, объемный хвост в технике ребрышки. Давайте начинаем. Вот такую прическу мы сегодня с вами будем делать. Итак, наша модель. Волосы средней длины, волосы весьма не длинные, и поэтому, конечно же, здесь для увеличения длины я буду использовать дополнительные трессы. Прежде я загофрировала всю голову с помощью гофре Biyuni с титановым покрытием. Далее делаю пробор таким образом, чтобы сзади у меня остался вот такой вот овал. Отделяю нижнюю прядочку где-то 2 сантиметра и ставлю тресс. Таким образом я прокалываю полностью всю эту зону трессами для того, чтобы удлинить эту зону. Если у вас достаточно длинные волосы, то вы просто-напросто берете и сразу же ставите резинку. Больше вам ничего предварительно делать не нужно. Я же поставила трессы только для того, чтобы удлинить волосы. Дальше я отделила треугольник сверху на шляпной зоне. Взяла андеркот и полностью ручками протянула все волосы. Важно андеркот наносить вначале на пальчики, а потом уже только на волосы. То есть ни в коем случае не наносите прям вот прямиком на волосы, иначе будет ощущение жирных волос. Важный момент, что все проборы я делаю зигзагами, для того, чтобы мне было проще впоследствии отделять свои ребрышки. Залог красивых, четких, чистых ребрышек в том, что вы очень-очень хорошо готовите предварительно волосы. Готовить — это значит прочесывайте, проглаживайте, следите за тем, чтобы у вас нигде никакие волоски между собой не перекручивались. Потому что если они у вас спутанные, пушистые, пористые, то, конечно же, из этих волос у вас не получится сделать красивые, гладкие и блестящие ребрышки. То есть у вас изначально волосы должны быть гладкие для того, чтобы потом в конце они тоже получились гладкие и красивые. Я использую лак, это жидкий лак, кстати, можно использовать абсолютно любой фирмы, лишь бы он хорошо фиксировал. И обратите внимание, сейчас я ставлю крупные вот такие вот шпильки четко по ребрам, для того, чтобы они у меня держались. Для этого нужно немножко времени. Мне постоянно задают невесты вопрос: как же сделать свою собственную свадьбу, как же ее организовать, где найти фотографа, флориста, отель, стилиста. Это так сложно, и самое главное, хочется почитать отзывы о каждом специалисте. У меня для вас есть подсказка. Заходите смело на сайт Невеста.инфо, и здесь вы найдете абсолютно всех подрядчиков, которые только могут понадобиться на вашей свадьбе. Здесь же есть отзывы невест, которые уже организовали свадьбу. Вы можете общаться в блогах, вы можете также писать свою историю свадьбы. В общем, самый главный, наверное, помощник в организации свадеб на протяжении уже последних, 5 лет точно, это, конечно же, Невеста.инфо. Пользуйтесь. После того, как у вас уже готова первая зона, вы отделяете второй треугольник чуть ниже, это буквально 2 сантиметра. Также проглаживаете очень хорошо пальчиками, чтобы все было ровненько, красиво. Обратите внимание, что гофре вы вытягиваете полностью по краевой линии для того, чтобы его не было видно, поскольку
ребрышки из гофре у вас, конечно же, ну, если и получится, но это будет не так красиво. То есть волосы должны быть гладкие и блестящие. Фиксирую невидимкой у основания. В данном случае у меня это приходится в точку наименьшего объема. Прочесываю еще одну прядочку. Предварительно, конечно же, руки я обработала андеркотом. И начинаю также вытягивать по периметру всей этой прядочки ребра. Очень вообще тщательно проглаживаю и прочесываю. Вот вообще то, что я сейчас делаю, сразу могу сказать, это недолго. То есть можно это сделать минут за 30, полностью всю шляпную зону, но главное очень-очень тщательно прорабатывать каждое ребрышко. Изначально меня часто спрашивают, как готовить вообще волосы. Ну, во-первых, волосы должны быть очень чистые. Бывает такое, что клиенты к нам приходят с грязными волосами, либо бывают клиенты, что моют волосы силиконовыми шампунями. Это практически все шампуни различных фирм масс-маркета. Я, к сожалению, не могу вам перечислить, поскольку это YouTube, здесь нельзя как бы прямо уж так впрямую говорить про некоторые марки. Вот. Но, тем не менее, старайтесь, чтобы ваши клиенты использовали либо профессиональные шампуни, либо вот в прямом смысле лучше мыли каким-то дешевым шампунем, либо мылом, чтобы волосы хрустели в тот момент, когда вы начнете делать прическу. Накручивать сегодня мы будем с помощью вот такой вот плойки 32 миллиметра. Это Бьюни. Очень важно, что это титановое покрытие. И греет эта плойка до 220 градусов, что очень-очень важно. Итак, начинаем прокручивать полностью весь наш хвост. После того, как я накрутила на плойку, я прочесываю крупным гребнем в начале, а потом прочесываю достаточно мелкой расческой. Протягиваю каждый крон у прядочки для того, чтобы он был у меня четкий, красивый и ровный. Это очень-очень важно. Кручу я на лак. Как обычно, на жидкий лак кручу. Обратите внимание, что шпильки на шляпной зоне я не снимаю, пока кручу хвост. В общем-то, можно сделать вначале хвост, потом шляпную зону и наоборот. Это вы уже сами решаете, делаете, в общем-то, как хотите. Хвост желательно крутить на крупную плойку. То есть я все-таки здесь не вижу накрутку, там, не знаю, на 25 миллиметров. Как мне кажется, это будет смотреться несколько мелковато. То есть здесь должна быть либо 32, либо даже 38 миллиметров. Но я больше вот склоняюсь к 32, по крайней мере, на таких волосах. Обращаю внимание, что каждую прядочку я грею где-то секунд 10, плюс-минус. Но конкретное количество секунд вы уже должны понимать по вашим волосам. То есть вы подержали, потом снимаете плойку и смотрите, как выглядит ваш завиток. Если он хороший и упругий, значит достаточно. В конце можно обработать волосы блеском, но это не обязательно, поскольку большинство лаков содержат уже в себе блеск. Поэтому тут вы уже сами решаете, нужно вам это либо нет. Итак, наша красота. Вот такой вот шикарный образ у нас получился. В данном случае у меня вечернее платье, но, конечно же, это может быть и свадебный образ, и образ на вечеринку, и на выпускной, на Новый год, на день рождения, куда угодно. Мне лично очень нравится вот такой вот образ. Это новое уже веяние, да, то есть это уже все-таки тренд 2018 года, то есть это уже нечто такое свеженькое, то, что, я думаю, будут просить наши невесты любимые в этом сезоне. Ну как вам такая прическа? Шикарно, нарядно. Самое главное, что можно делать с легкостью на любых волосах, на темных, на светлых. И всегда это будет красиво и эффектно. Я надеюсь, что у вас получится сделать что-то подобное. Но хочу добавить еще такой один важный момент. Никогда не забывайте о том, что главное – это не инструменты. Главное – это не какие-то мазюкалки, не знаю, там воски, спрей и так далее. Нет, главное – это вы, ваши ручки.
то, как вы будете своими ручками аккуратненько делать каждую прядочку. Не будете торопиться, а будете любить каждый волосок своего клиента. И тогда у вас будет получаться и чисто, и аккуратно, и красиво. Самое главное именно это. Ну что, принимаемся за работу, а я, как обычно, жду от вас вашей работы. Начинаем учиться. Всем пока-пока. С вами была я, Анна Комарова. До скорой встречи.